Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал. Всем привет! С вами вновь Татьяна, Алексей, канал «Мы в Испании», побережье Коста-Бланка, провинция Аликанте. Кто впервые на нашем канале, подпишитесь, не забудьте нажать колокольчик, поставьте лайк, чтобы поддержать это видео. А сейчас январь месяц. Тема сегодняшнего нашего ролика – жизнь в Испании, какая она есть. Мы с Алексеем сегодня зададим друг другу по 3 интересных вопроса, причем мы не знаем, что мы будем друг другу задавать. Надеюсь, что это вам будет тоже интересно. Итак, поехали! Погнали! Первый вопрос задает мне Алексей. Давай. Ну что, Татьяна, вот расскажи. Ты живешь здесь уже 3 года, и один из основных таких вопросов, которые задают вот нам и подписчики, которые пишут: ты хочешь вернуться на родину? Ты не скучаешь здесь? Ну что ж, вот на этот вопрос я могу сказать следующие свои впечатления. Значит, первые полгода, конечно, это был стресс немножко, стресс новой страны, нового языка, новых людей, привыкания. Но мысли о том, чтобы возвращаться обратно, у меня, конечно же, не было, потому что, во-первых, нашим детям здесь хорошо, во-вторых, здесь классная погода. Ну, для кого как, для меня лично нормально, потому что я родилась в Ленинграде, я всю жизнь жила в снегах, в морозах, в холодах и в слякоти. Ну, это в такое время года. А сейчас вот такая вот мягкая зима здесь, январь месяц. То есть чисто моему организму здесь хорошо, моему настроению здесь хорошо. Плохо, конечно, что далеко родственники, мама, там, скажем, близкие подруги. Но ничего страшного, мы всегда на связи, и думаю, что кому-то из них удастся потом в дальнейшем сюда приехать, посмотреть, как мы живем, где мы живем, и вообще вот познакомиться с Испанией поближе. Думаю, что им это понравится. Мы, в принципе, сейчас получаем удовольствие от того, что находимся здесь, хотя здесь, конечно, есть свои трудности, сложности, и много различных вопросов приходится решать, но мысли о том, что уехать обратно нет. Город я свой люблю, Ленинград. Мы туда всегда можем в Санкт-Петербург приезжать. Он очень красивый с архитектурной точки зрения, но Испания тоже очень красивая. Много шикарных городов. Недавно мы были в Севилье. Нам очень понравилось, мы туда приедем вновь. Вот такой ответ мой на вопрос. Спасибо. Сейчас мой первый вопрос Алексею. Алексей, скажи, пожалуйста, что такое для тебя Испания, каких ты видишь здесь испанцев, что это за люди и что это за страна? Как вот для себя ты это видишь, определяешь и как вообще ты это чувствуешь? Я сейчас отвечу на этот вопрос, а вы не забывайте ставить лайки, колокольчик и подписку. Друзья, для меня испанцы – это люди, которые абсолютно уважают себя, свою нацию, они очень хорошо относятся к иностранцам, они очень добрые, и мы иногда их называем у себя в семье, они как маленькие 3-летние дети, которые радуются жизни и получают удовольствие от жизни. Только мы говорим 5-летние дети. Ну, или Страна 5-летних детей. 5-летних детей, да. Испанцы, они никогда не лезут в драку, они никогда не испытывают агрессию к своим же испанцам, к другим иностранцам и так далее. И здесь от этого становится комфортнее находиться, жить и получать удовольствие от жизни. Вот такое мнение у Алексея об Испании, об испанцах. Спасибо, Алексей. Надеюсь, что вам это немножко тоже интересно послушать. Может быть, у вас были такие же вопросы. Думаю, что мы на что-то ответим сегодня. Итак, Татьяна, очередной тебе вопрос. Давай. Скажи, есть ли у тебя в Испании здесь то, что ты потеряла, переехав сюда? То есть потеряла у себя там? У себя здесь, когда ты переехала и потеряла то, что у тебя было, допустим, в Петербурге, и чего у тебя нет здесь? Вопрос, конечно, интересный, но я уже говорила на эту тему. Здесь нет родственников, например, и нету близких каких-то подруг. Пусть у меня их немного, самые близкие там 3 человека, но я, в принципе, не могу, но я могу с ними созваниваться. В принципе, мне и в Питере не всегда хватало времени каждый день встречаться, поэтому в любом случае есть скайп, в любом случае есть какие-то средства коммуникации. Это, да. То, чего нету, наверное, меньше мы стали путешествовать. Раньше мы достаточно много путешествовали по миру вообще. То есть бывали там где-то на Мальдивах, бывали в Греции, бывали в разных странах. Теперь, наверное, этого меньше. И поэтому вот этого, может быть, не хватает немножко. Мы, в этом, я считаю, мы немножечко пока потеряли. Но, возможно, это вот новые такие обстоятельства, в котором реалии, в котором живут все сейчас в мире. Вот в этом смысле. Может быть,
Как Алексей уже говорил, в бизнесе, да, в дистанционном потери в денежном плане есть немножечко там какие-то просадки. Возможно, это временно, надеюсь. Вот, ну, вот такие, наверное, потери. То, чего я здесь не нашла пока. У нас нет права на работу пока здесь. Так бы мы уже засучили рукава и трудились бы здесь активно. Пока нам, в принципе, надо немножечко подождать с этим. Этого, наверное, не хватает. Ну, а в целом есть моменты, которые, наверное, да, компенсируют. Это хорошая погода, это хорошие фрукты, овощи, зелень, попугаи, ну и новые какие-то знакомства, новые какие-то друзья. Вот, вот так вот. Вот такой мой ответ. Спасибо. Отлично. Следующий вопрос от меня Алексею. Алексей, что бы ты изменил при переезде, если бы ты сейчас переезжал? Что бы ты сделал по-другому? Что бы ты изменил? Что бы ты сделал не так, как ты сделал или мы сделали вот 3 года назад? Друзья, я уже отвечал во многих роликах по чуть-чуть. А в целом могу сказать, первое, я бы, наверное, это сделал раньше, это однозначно. Потому что, ну, чем раньше сюда переезжаешь, тем больше возможностей, тем больше сил, больше энергии можно потратить на свое развитие здесь. Это первое. Чем ты младше, да, имеешь в виду? Да, ну, младший возраст, естественно. Вот. Второе, что бы я сделал, я бы, конечно, предварительно больше подготовился, я бы смотрел бы блогеров, то, что мы не делали перед отъездом, я бы больше подготовился в плане там документов, в плане обучения, в плане школ, там, развития бизнеса, переноса бизнеса сюда, может быть, какие-нибудь совместные предприятия и так далее. То есть вот это вот бы, то, что я не учел. И еще бы я, наверное, что бы сделал? Я бы постарался бы перед переездом все-таки найти единомышленников, может быть, из своих друзей, и чтобы была как бы, чтобы мы переезжали не одной семьей, а чтобы были кто-нибудь там еще из своих знакомых, единомышленники, которые также собрались бы и переехали вместе. Ну, может интересный факт. Не знала, что у тебя такие мысли. Ну ладно. Спасибо. Все, вопрос тебе. Спасибо. Что, Татьяна, еще хочу задать тебе один вопрос. Вот расскажи, если бы сложилась сейчас такая ситуация, что тебе пришлось по каким-то там независящим от тебя причинам, ну, уехать назад, вернуться там в Россию, в Санкт-Петербург, пожить какое-то там время, год, ты бы повторила бы вот эти вот мытарства, снова получение ВНЖ, снова я поняла. И так далее? Ну, вот как бы вот такой вот интересный просто вопрос. Понятно. Сейчас отвечу на этот интересный тобой заданный вопрос. Надеюсь, вам тоже, друзья, будет это интересно узнать. Ну смотри, Алексей, если бы мне нужно было вернуться туда по каким-то делам, допустим, какие-то административные, я не знаю, налоговые, прочее и прочее, что-то с квартиры или там помочь что-то маме, что-то случилось, произошло, не дай бог, конечно, я бы сделала все эти свои дела и вернулась сюда, потому что здесь у нас уже, можно сказать, второй дом, здесь мои сыновья, они здесь учатся, и, естественно, раз здесь у нас все уже, как говорится, настроено, налажено, то и нравится мне здесь жить, моему, можно сказать так, ментальному и психологическому состоянию здесь хорошо, поэтому да, но если бы вдруг по какой-то причине мне пришлось бы уехать надолго, меня бы лишили вот этого вот ВНЖ, то, соответственно, я бы обратилась к адвокату, она у нас есть уже знакомая, хороший адвокат, и она бы помогла, наверное, мне все заново собрать, потому что, ну, я бы от этого не отказалась, наверное. Многие люди так делают, заново все начинают, в этом нет ничего страшного, но могут меняться какие-то законы, какие-то условия, внедряться уже в это, наверное, не захочется, и с помощью адвоката, конечно, я бы собрала все бумаги, документы и подала бы заново, нашли бы, я думаю, что мне нашли бы вариант, но я не думаю, что это и произойдет. А если произойдет, нам придется, наверное, ехать вместе все-таки. У меня еще такое маленькое дополнение. То есть, если вот так вот, ну, вернуться в начало твоего вопроса, как бы ответа. Трясется камера. То есть ты не сказал бы, нет, не хочу больше в Испанию, давай попробуем переехать. Ну, я не знаю, я зарекаться, Канаду, я зарекаться на будущее не могу, я так не могу на будущее зарекаться, что там будет впереди и какая ситуация где. На данный момент, вообще, знаете, как говорят, смотреть ни вдаль, ни в прошлое не надо, лишь на настоящем счастье и отрада. Вот я считаю, что жить надо сегодняшним днем, жизнь она сейчас, на сегодняшний день вот у меня вот так, то есть я так чувствую, что здесь хорошо нашим сыновьям, здесь нам хорошо, больше всегда у нас получается хорошего, есть какие-то сложные моменты, всегда вот чаша весов, она туда-сюда, но тем не менее все здесь, как говорится, гармонично, то есть жить надо гармонично, вот где хорошо, там и хорошо. На сегодняшний день это так, что будет завтра, я не знаю. Спасибо. Итак, друзья, не забывайте, кстати, ставить лайки,
прямо сейчас поставьте, кто только что зашел на канал и только впервые нас увидел. Мы живем в Испании, Ариэла Коста, это Коста-Бланка, так что подписывайтесь, чтобы не пропускать видео. Ну, у нас сегодня ветерок, поэтому камера наша немножко, штативчик у нас болтается. Впереди все, над этим работаем. Скоро будет новый крепкий штатив, который не будет болтаться на ветру. Но не суть. Третий вопрос от меня Алексею. Что такого, Алексей, у тебя было вот в Испании, ну не у тебя, может быть у нас, что тебя так зацепило, что-то очень смешное или удивительное, или что-то очень печальное, что вот грустное, что тебя задело здесь, что такое, какие-то моменты, помнишь такие, веселые, либо грустные, которые могли тебя здесь удивить, или зацепить, или обидеть? Пытаюсь вспомнить, но веселых моментов на самом деле очень много. Из грустных мне в голову не приходит так особо. Мне кажется, ну, может быть, конечно же, они были, но, видимо, положительных эмоций намного больше, и поэтому грустное как-то и не вспоминается. Из веселых там различных моментов, ну, конечно, когда мы только переехали, были различные моменты. Когда еще не знаешь языка и приходишь в какое-то там заведение, и вводишь фразу и пытаешься сказать, но при этом ты говоришь немножко неправильно. Ну, как там различные там поя, курица, но и испанцы, когда это видят, они понимают, что я хотел сказать, но выразился это, можно сказать, нецензурной бранью. Вот, и с улыбкой это они повторяют, как правильно сказать. Ты приходишь домой, переводишь, как это правильно, делишься своими сыновьями, вместе хохочем. Вот из таких первый год нашего нахождения. А самое интересное, самое смешное прошло совсем недавно. Мы были на 3 магасах 5 января в Аликанте, и мы сели в кафешку, и Татьяна спросила у официанта, кавалькада Дос Магас будет здесь проходить или где? И официантка очень просто расхохоталась, потому что у них есть Трес Магас, а Дос Магас такого не может быть. И ее настолько это рассмешило, мы вместе похохотали, что не Дос Магас, а Трес Магас. Ну вот такие вот ситуации, они, кстати, регулярно попадаются, появляются. А из отрицательного, я даже не могу сейчас вспомнить, если честно. То есть вот так. Ну, спасибо, Алексей. В принципе, такой полный ответ. Я понимаю, что положительного все-таки здесь больше. Значительно больше, да. Чем отрицательного, поэтому отрицательное и не вспоминается. Вот так вот, друзья, сегодня были 3 вопроса от Алексея мне и от меня Алексею. Мы друг другу их заранее не задавали и не говорили, что будем спрашивать друг у друга. Надеюсь, что вам было интересно немножечко. Это было все у нас экспромтом. Если у вас остались какие-то вопросы, они наверняка у вас есть, поэтому пишите их под видео. Не забывайте проверять колокольчик и его активность. Кто впервые на нашем канале, не забудьте поставить лайк, поддержать это видео, чтобы оно поднялось немножечко выше, и его увидели другие люди, кроме вас также. Так что, друзья, как обычно, добра, позитива и здоровья. И, кстати, я хочу сказать, что за 3 года нашей жизни здесь мы можем сказать, что, конечно, хороших моментов здесь больше, интересная история этой страны, интересные города, интересная культура, и мы только в стадии узнавания всего этого. И положительного, разумеется, у нас, конечно, больше трудностей, они есть. Адаптация, она есть. И какие-то сложные моменты, связанные с языком, они тоже есть. Но, тем не менее, есть и положительное, и его больше. И все это, конечно, индивидуально. Все это индивидуально, а мы еще узнаем историю, еще масса городов, интересных мест, где мы не бывали. И надеемся там побывать и показать это вам. Ну что ж, друзья, всем добра, удачи, позитива, всего самого лучшего. Не болейте, берегите себя. С вами Татьяна, Алексей, канал «Мы в Испании». Хорошего настроения, не забывайте ставить лайк. Всем пока-пока, удачи и добра. До новых встреч. Пока. Увидимся вновь.